Секретный сигнал посреди прямой трансляции способен подорвать спокойствие руководства гигантов мировой музыкальной индустрии. Узнайте правду о глубокой панике, охватившей штаб-квартиру HYBE сегодня вечером после того, как Чингук попал в объектив камеры, неожиданно передавая эмоциональный код Тэйону. Прежде чем мы углубимся в цепочку событий, которые вызвали бурю в поп-индустрии, обязательно поставьте лайк, оставьте свое мнение в комментариях, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одной детали эксклюзивного расследования, которое мы будем постепенно представлять. Музыка. Вы когда-нибудь представляли, что простой жест рукой или один взгляд, длившийся на секунду дольше, чем нужно, могут изменить ход истории компании с миллиардным оборотом? Что произойдет, если молчание человека превратится в самый громкий крик, когда-либо услышанный миллионами людей по всему миру? В ту ночь, под приглушенным светом студии, которая обычно является колыбелью сладких снов для фанатов, атмосфера внезапно превратилась в невидимое поле битвы, полное напряжение. Никто не ожидал, что обычное и контролируемое взаимодействие в студии HYBE обернется массовой паникой. Все началось с небольшой детали, ускользнувшей от пристального внимания съемочной группы, но замеченной зоркими глазами публики, жаждавшей узнать правду об отношениях двух мировых икон Чингука и Тэйона. Музыка. В штаб-квартире HYBE в Йонсоне обычно царит порядок, а протоколы информационной безопасности почти не уступают военным объектам. Однако в те решающие часы, по сообщениям инсайдеров, ситуация была далека от контроля. Старшие сотрудники бегали по коридорам с бледными лицами, их телефоны не переставали трястись из-за звонков высшего руководства, требующего немедленных объяснений. Почему эмоциональный код вызвал волну паники такого масштаба? Скрытые подсказки начинают появляться одна за другой, складывая сложную головоломку, включающую чувства, преданность и границы индустрии, которая пытается сохранить безупречный имидж своих кумиров. Публика начала задаваться вопросом, не является ли это формой молчаливого бунта или давно похороненным признанием, которое наконец-то вырвалось наружу через небольшую трещину в стене корпоративной цензуры. С самого начала динамика отношений между Чингуком и Тэйоном всегда была в центре внимания, вызывая как жаркие споры, так и глубокое восхищение. Однако на этот раз произошло нечто гораздо большее, чем просто взаимодействие между участниками группы. В поведении Чингука есть что-то особенное. Жест, который технически выглядит обычным для непосвященного, но имеет глубокий смысл для тех, кто понимает язык тела и эмоциональную историю между ними. Код, похоже, является ключом к открытию ящика Пандоры, который был наглухо заперт руководством. В середине трансляции, когда внимание сосредоточено на Тэйоне, на резервной камере запечатлена неожиданная реакция Чингука. Движение пальцев, образующие определенный узор, сопровождаются долгим вздохом, полным эмоциональной нагрузки, словно он отправляет экстренное сообщение кому-то, кто находится рядом, но кажется очень далеким из-за ограничений профессионализма. Глубокий шок настиг фанатов, когда они начали анализировать видео в замедленном режиме. Они обнаружили, что код не является чем-то спонтанным, а представляет собой символ, появлявшийся в некоторых личных моментах из прошлого, которые просочились в сеть. Это уже не просто домыслы, а устойчивый паттерн. Паника в HYBE разразилась, когда хэштег, связанный с кодом, за считанные минуты возглавил глобальный тренд. Пиар-команда компании, обычно очень оперативная, на этот раз выглядит измотанной. Никакого сценария для ситуации, когда один из их главных активов открыто демонстрирует такую специфическую и целенаправленную эмоциональную уязвимость, не подготовлено. Не является ли это признаком того, что давление, с которым они сталкивались до сих пор, достигло точки насыщения? Или за кулисами происходит что-то более масштабное, связанное с трудными решениями, которые Чингуку и Тэйону предстоит принять относительно своего будущего? Любопытство общественности возросло, когда в СМИ начали появляться сообщения об экстренном совещании на верхнем этаже здания HYBE. Сообщается, что некоторым старшим менеджерам было поручено немедленно отключить все средства связи с участниками группы на некоторое время, чтобы разрядить ситуацию. Однако музыка Наси Судар Минджади Бубур. Этот эмоциональный код уже широко распространен и интерпретируется в тысячах различных теорий, но все сводятся к одному выводу: существуют связи, которые не может разорвать ни один трудовой договор.
Напряжение еще больше ощущается, когда Тэйон, обычно известный своим спокойствием и умением хорошо скрывать свои эмоции, реагирует на код очень резко. Резкая смена выражения лица. Обычно сияющие глаза мгновенно потускнели, сменившись взглядом, полным понимания, но также и глубокого страха. Чего же они на самом деле боялись? Почему проявление привязанности или эмоциональной поддержки должно рассматриваться как угроза стабильности крупного агентства? В отраслевых кругах ходят слухи, что HYBE сейчас изо всех сил пытается контролировать ситуацию, чтобы она не переросла в скандал, наносящий ущерб акциям компании. Однако человеческие эмоции – это не переменные, которые можно рассчитать цифрами на бумаге. Вибрация в голосе Чингука, когда он пытался продолжить свою фразу после передачи кода, указывала на сильное внутреннее потрясение. Казалось, он кричал о помощи, не произнося ни слова. Каждый его жест в тот вечер был наполнен визуальными метафорами, рассказывающими о тоске, защите и обещаниях, которые, возможно, знали только они двое. Весь мир прильнул к экрану, ожидая официального объяснения или лишь долгого молчания, которое еще раз подтвердит, что в другом уголке души скрывается нечто очень важное. Наблюдатели за индустрией развлечений начали анализировать долгосрочные последствия этого инцидента. Они увидели, что смелость Чингука, продемонстрировавшего свой поступок под пристальным вниманием, была выражением его отношения к ситуации. Речь идет не только о Тёнге, но и о праве каждого из них, как людей, чувствовать и проявлять эмоции, не опасаясь последствий для карьеры. Однако в строго регламентированном мире К-поп подобные действия считаются серьезным нарушением протокола. HYBE, известная своими блестящими маркетинговыми стратегиями, теперь оказалась в моральной и деловой дилемме. Если они начнут жестко преследовать Чингука, они рискуют столкнуться с гневом очень преданной фанатской базы. Музыка, однако, если они это допустят, это будет означать, что они создают лазейку для разрушения идеального имиджа, который они строили ценой триллионов. Напряжение в студии в ту ночь ощущалось даже техническим персоналом, работавшим за кулисами. Один из свидетелей, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что атмосфера внезапно успокоилась вскоре после того, как Чингук сделал этот жест. Внезапно в наушнике прозвучала инструкция оператору немедленно изменить ракурс съемки, но было уже поздно. Запись сделана, отправлена и получена миром. Остается лишь тень того, что произойдет дальше. Станет ли это концом эры секретности? Или HYBE сможет заполнить этот пробел новой, более сильной историей? Риторические вопросы начали возникать в умах всех, кто следил за развитием событий. Какова цена эмоциональной честности на грандиозной сцене, полной притворства? Каждая секунда кажется часами тем, кто непосредственно вовлечен в происходящее. Чингук стоит с высоко поднятой головой, хотя в его глазах видна сильная усталость. С другой стороны, Тэйон, кажется, пытается продемонстрировать свою власть своим присутствием, хотя знает, что за каждым их шагом сейчас наблюдают тысячи глаз, готовых судить. Эмоциональный код был не просто приправой к истории, а скорее проявлением долгого пути, полного слез и смеха, редко демонстрируемых публике. Музыка. Это скрытая подсказка к соглашению, которое они, возможно, заключили в одинокие ночи после окончания репетиций. Обещание поддерживать друг друга, даже когда мир пытается разлучить их жесткими правилами. С наступлением ночи паника в HYBE не утихала. Напротив, ситуация обострилась, когда несколько источников упомянули, что Чингук отказался удалить публикацию, которая, как предполагалось, была связана с кодом. Эта смелость породила предположение о поддержке со стороны определенных лиц в руководстве, которые начали чувствовать, что старые методы больше неэффективны. Однако для руководителей, которых заботят только цифры, действия Чингука воспринимаются как угроза внутреннего саботажа. Сюрпризы следовали один за другим, делая поток новостей еще более напряженным. Люди начинают задаваться вопросом, каково же полное послание кода. Было ли это прощальное приветствие? Или это было объявлением войны системе, которая сдерживала их годами? Эмоциональный аспект этой новости трогает сердце многих людей, потому что он отражает универсальную человеческую борьбу.
За блеском сценических огней и дорогих костюмов скрываются два молодых человека, которые просто хотят, чтобы их поняли. Чингук со всем своим талантом и популярностью остается человеком, которому необходимо глубоко общаться с теми, кому он доверяет. Когда он передал код Тэйону, он не думал об алгоритмах YouTube или трендах Twitter. Он говорил от всего сердца перед миллионами людей, как будто весь мир принадлежал только им двоим. И именно это заставило HYBE запаниковать. Подлинность эмоций – это то, что они не могут сфабриковать или контролировать. Это было дико, честно и обладало силой тронуть сердце многих. Это было сделано так, как не смогла бы ни одна маркетинговая компания. Скрытые подсказки, разбросанные по всей трансляции, теперь стали предметом обсуждения в различных социальных сетях. Эксперты по языку тела начали высказывать свое мнение, усиливая подозрение, что действия Чингука были очень преднамеренным и рискованным поступком. Они показывают, как слегка наклонено плечо Чингука в сторону Тэйона, и как он играет с кольцом на пальце – это часть набора кодов. Это очень высокий уровень коммуникации, которого могут достичь только два человека, которые многое пережили вместе. Для компании, однако, это логистический и пиар-кошмар, который необходимо немедленно разрешить до рассвета. До сих пор агентство не выпустило официального заявления, что еще больше усиливает сомнения и напряжение среди общественности. Это молчание фактически рассматривается как подтверждение того, что они действительно находятся в чрезвычайной ситуации. Музыка, каждая минута, прошедшая без разъяснений, дает место для новых, более экстремальных теорий. Одни говорили, что Чингук подготовил следующий шаг, который будет еще более неожиданным, другие же опасались, что он подвергнется серьезным санкциям, которые могут повлиять на деятельность группы в будущем. Однако одно можно сказать наверняка – эмоциональный код изменил все. Возврата к тем временам, когда все взаимодействия считались лишь частью развлекательного сценария, не будет. Ситуация на местах показала, что фанаты начали собираться перед зданием агентства не для того, чтобы праздновать, а чтобы выразить моральную поддержку Чингуку и Тэйону. Музыка и они несут плакаты, утверждающие, что счастье участников группы превыше всего. Это явление показывает, насколько сильным может быть воздействие одного искреннего эмоционального поступка. HYBE сейчас имеет дело не только с внутренними проблемами, но и с массовыми движениями, требующими прозрачности и гуманности в индустрии. Музыка, прислушаются ли компании к этим голосам или будут придерживаться старых холодных и жестких протоколов? Драма только начинается, и каждый снятый слой показывает все более сложную реальность. За закрытыми дверями здания в Йонсоне шли напряженные переговоры. Возможно, сейчас Чингук и Тэйон переживают самый сильный стресс в своей жизни, но эмоциональный код, выпущенный в мир, больше нельзя будет отменить. Это правда, которая обрела собственные крылья и взлетает высоко над всеми правилами и ограничениями. Мир затаил дыхание, ожидая, что произойдет, когда наступит рассвет и тщательно скрываемые секреты начнут полностью раскрываться, принося с собой последствия, которые никто не мог себе представить. Жуткая тишина окутала студию вскоре после того, как погасли индикаторы прямого эфира. Но за кулисами буря только начиналась. Если вы думаете, что то, что вы видите на стеклянном экране, это кульминация всего, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что то, что происходит за закрытыми дверями гримерной, это начало противостояния, которое навсегда изменит историю корейской индустрии развлечений. Как могла такая крупная компания, как HYBE, за которой следили тысячи глаз и ушей, поддаться влиянию простого жеста Чингука? Был ли это системный сбой в их протоколе управления? Или же Чингук спланировал это как неожиданное контрнаступление на давление, которое он сам на себя оказывал? Внутренний источник, находившийся на месте событий, сообщил, что атмосфера в коридоре за кулисами мгновенно накалилась. Сотрудники, обычно занятые уборкой оборудования, внезапно замерли, когда старший менеджер поспешно подошел к Чингуку и Тэйону и приказал всем немедленно покинуть помещение. Не было ни улыбок, ни предисловий к успеху трансляции. Было лишь такое сильное напряжение, что казалось, его можно разрезать ножом, лежащим посреди хаоса. Возникает большой вопрос, который не дает покоя всем.
Что именно скрывается за эмоциональным кодом, заставляющим руководство HYBE чувствовать себя настолько под угрозой? Некоторые наблюдатели, углубляющиеся в историю взаимодействия этих двоих, начинают связывать воедино упущенные до сих пор моменты. Этот код, движение пальцев, надавливающих на запястье по определенной схеме, якобы был сигналом, о котором они когда-то говорили в старом интервью, почти забытым публикой, но не ими самими. Сигнал означает «я здесь». Не бойся. Очень личное послание, но теперь оно брошено в водоворот глобального общественного мнения. Настоящая неожиданность заключается не в самом движении, а во времени и контексте, в котором оно осуществляется. Чингук выбрал время, когда спекуляции о будущем их контракта и внутреннее давление в компании достигли критической точки. Это уже не просто драматический ход, а заявление о суверенитете над собственными чувствами перед лицом бездушной промышленной машины. Паника среди руководителей. Обвал на фондовом рынке HYBE усилился, когда до совета директоров начали поступать сообщения о резком падении цен на акции. Хотя может показаться невероятным, что эмоциональный жест может повлиять на рыночную стоимость, в мире К-поп восприятие решает все.